Друзья, добрый день, с вами Антон Тараненко, вы находитесь на моем канале. Сзади меня стройка-реновация проекта Anta Home Neon. Именно так мы строим наши проекты в городе Анталия на центральной улице Ишиклар. Именно этот проект я вам буду рассказывать в ближайшие несколько месяцев. О ходе строительства, о том, как вообще происходит реновация и что это такое. Кстати, спойлер. Похожий закон принимают в Украине, и скоро наши старые хрущевки будут выглядеть совсем иначе, как вот этот дом. Обязательно подпишитесь на мой канал, здесь будет процесс всего строительства, всех проектов, а также секреты по девелопменту и инвестициям в зарубежную недвижимость. Подписка, колокольчик, комментарий. Еще месяц назад этот дом был такой же, как вот эти все старые дома. Мы находимся на улице Ишиклар, это даунтаун и это сердце Анталии. 300 метров до моря, 200 метров до старого города Калечи и до самого большого центрального парка, Кораллиуглу парк. И вы можете посмотреть, что эти дома все однотипные, типичные. Это, как правило, дома из бетона на 4-5 этажей, с возможным входом. И, что интересно, в Турции считаются этажи следующим образом. Нулевой этаж – это этаж, который находится вот здесь. Первый этаж – это фактически наш с вами второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И в новых домах реновации есть крыша, так называемый дуплекс, либо же, как в нашем проекте, пентхаус. Эта крыша – это как бы надстройка над верхним этажом, и у вас, получается, формируется двухэтажный, двухуровневый коттедж, либо двухуровневые апартаменты, либо же двухуровневый пентхаус. Что интересно, в 90-х годах начали задумываться о том, что сейсмика в Турции не во всех регионах достаточно хорошая, и приняли закон об реновации. Для того, чтобы начать реновацию, нужно в первую очередь, конечно же, договориться с жильцами. Следующим этапом является забор корота. Корот с турецкого перевода означает забор основания стены бетона в самом доме. И если этот дом больше 20 либо 30 лет, если у этого дома достаточно плохая консистенция вот этого бетона, он подлежит реновации. Как правило, все эти дома на этой улице можно реновировать. Anta Home Neon не исключение. Вот именно такой был дом у нас несколько месяцев назад. Сейчас это развалины, которые очень скоро превратятся в новый современный дом. Этим законом активно пользуются застройщики. С конца 90-х годов реновация в Турции не останавливается. И Анталия, как один из самых топовых регионов по сдаче жилья, по аренде и по проживанию, конечно же, пользуется этой опцией. Сейчас мы подойдем ближе к нашему объекту, я вам расскажу детальнее, как происходит этот процесс. А пока подпишитесь, чтобы не забыть о наших следующих выпусках. Закон был принят после масштабного землетрясения, которое произошло в 90 километрах от Стамбула. Тогда город Измит был разрушен почти полностью, было много жертв. После этого власти Турции всерьез занялись проблемой строительства сейсмически укрепленных домов. Было проведено очень много исследований, приняты десятки строгих норм. И теперь в Турции строят здания, в которых можно не опасаться за свою жизнь, даже при серьезных природных катаклизмах. И еще больше эти нормы ужесточились в начале 2023 года, после разрушительного землетрясения. Именно там было понятно, что большая часть старых домов сделаны некачественно и с нарушением технологии строительства. В Анталии это наш четвертый проект. Два проекта было полностью готовы, проданы, и в них уже живут люди. Еще один проект Хасан Бey Residence в стадии строительства на уровне отделочных работ. И также Anta Home Neon. Сейчас наши здания уже на финальном этапе сноса. Далее будет сформирован котлован и начнется возведение нового, современного и полностью безопасного жилого комплекса, который будет радовать жителей и приносить доход инвесторам, которые купят здесь апартаменты. Процесс сноса здания Anta Home Neon был запущен в марте. До этого практически год мы занимались бумажной работой и юридической волокитой. А именно, договорились с жильцами по поводу того, что мы проводим реновацию. Собрали все необходимые подписи, провели кучу собраний и определились, как же будет выглядеть наш дом. Далее подписали эти документы у нотариуса с жильцами, определились с тем, какие размеры квартир будут у жильцов. Нужно учесть, что после реновации жильцы получают квартиры меньше, а за счет сэкономленной площади плюс добавочных этажей застройщик получает возможность сделать
количество квартир, которые он продаст. Во время строительства жильцы живут в арендованных квартирах, которые им оплачивает застройщик, а также компенсация идет со стороны государства. После того, как дом будет сдан, часть жильцов, которые хотят дальше жить в этом доме и не продали свои квартиры, возвращаются и живут, но уже в новых современных квартирах с современным ремонтом. Затем, после получения всех подписей и отключения всех коммуникаций, дом начинают сносить, а жильцы выезжают на арендованные квартиры. Не забывайте подписываться на наш канал, а также заглядывать в описание под этим видео. Там есть ссылки на все социальные сети, мои и нашей компании Антогрупп, а также закрытый чат с инвесторами, где мы делимся информацией по интересным предложениям, в том числе по этому проекту. Буду рад с вами встретиться в следующем видео. Спасибо за комментарии и ваши реакции. До встречи!